Привет. Здравствуйте. О чем общаетесь? Приятный голос. Спасибо. Общаюсь обо всем, что предлагают собеседники обычно. Давайте попробуем об истории пообщаться. Давайте, но, наверное, это больше будет как просветительская деятельность с вашей стороны, потому что что спорить об истории? У каждого свой источник и так далее. Вы интересуетесь историей или нет? Конечно, 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 это да. Вот. Какую последнюю книжечку вы читали по истории, кроме учебника и художественной? Может, от этого стартанем? М, ой, я что-то про древнюю китайскую войну читал, мне кажется, года 4 назад. Кажется. Да, То есть вы давно не читали по истории. конечно, нет, Так, а нет. вы же сказали, что вы интересуетесь историей. Ну, 4 года не интересоваться историей не значит, интересовались. что только книги читать. Хорошо, Просто давайте интересно знать. перефразируем. Что вы смотрели по истории? Что вы слушали по истории? О, я смотрел всего Максима Каца по разбору всей Второй Великой мировой войны. А Максим Кац, он историк профессиональный? Нет, но у него вот есть такой проект, называется там 24 часа или 48 часов. Значит, там берутся события какие-то исторические, и за 48 часов до этого события каждый час расписывается, что происходило в мире и какие события То повлияли есть вы на историю. доверяете тому, что говорил Максим Кац, Нет, я зная о просто том, это не что он читал. не Опять, историк? опять. Я не сказал, что я доверяю. Так а зачем его Я смотреть? говорил, что я Если он читаю А, книги. не То есть я историк, сказал, что я увлекаюсь историей, и вот есть один из источников, который я смотрел. Вы спросили, что вы смотрели, я ответил вам. Доверие, недоверие — это спасибо мое за ответ, личное. я вас понял. Мгм. А что-нибудь академическое по истории, кроме Максима Каца? И именно поэтому я вначале сказал, что это будет больше просветительский диалог с вашей стороны, если мы к нему подключимся. А Я почему вы мне программист, у меня доверяете, другая что я сфера историк? абсолютно. Я Подождите. читаю техническую литературу, и все. У меня очень много времени уходит на это, поэтому Ладно, давайте подойдем с другой стороны. Вы какую страну выбирали для общения? я страну для общения выбирал Украину. Вот, может, лучше расскажете, зачем вы выбирали Украину, что вас интересует? Это гораздо Интересно интереснее, послушать наверное. тезисы людей, которые здесь сидят. Интересно, я поставил перед собой как бы эксперимент еще 4 года назад, найти действительно достойного собеседника, который будет не перебивать, который будет понимать, что он в чем то неправ, и когда я в чем то неправ, тоже у меня будет возможность в этом признаться. Я такого собеседника все еще не нашел. Сочувствую. У вас есть какой-то вопрос к украинцам, который вы хотели задать? Да, у меня есть вопрос. Зачем вы сносите памятники русских поэтов? Я спрашиваю не с точки зрения патриотизма, мне просто интересно, что это дает, типа кусок железа снести на улице. Объясняю. Есть такое историческое понятие коммеморация исторической памяти. Так. Коммеморацией исторической памяти занимается любое государство. Коммеморацией исторической советской памяти и российской имперской памяти занимались, соответственно, советские органы власти, а до этого российские имперские органы власти. Так. Вот. Для чего это делается? Это так называемая отметка, что это наша территория. Неважно, какому поэту российскому, Мгм. русскому памятник не на территории России. Неважно. Это может быть Пушкин, Мгм. Некрасов, там в имперские времена еще кто-то. Это делается для того, чтобы показать населению, что Мгм. это наша территория. Мгм. После того, как распался Советский Союз, Мгм. и эти памятники остались на нашей территории, их Мгм. особенно никто не трогал, эти Мгм. памятники. После того, как вы начали, ну не вы лично, а ваша страна, Мгм. широкомасштабное вторжение в Украину, Мгм. эти памятники не могут стоять на нашей территории, потому Мгм. что с вашей точки зрения вы таким образом пометили эту территорию как русскую, российскую и так дальше. Мгм. Если бы не было широкомасштабного нападения на Украину, стояли бы эти Пушкины, Лермонтовы и все Мгм. остальные ваши деятели культуры на нашей территории, и на них особенно б никто не обращал внимания и не поклонялись, Мгм. вот, и не сносили. Относились бы достаточно нейтрально, как это было до 22 года. Вот у Мгм. меня в городе, в котором я родился, был скверик, где было, ну, как это, погрудья, как это на русский, я не помню, Лермонтова. Мгм. Причем эту площадь, архитектором этой площади был мой родственник, он архитектор. Он Мгм. уже давно умер, он еще умер при распаде Советского Союза, и на этого Лермонтова никто не обращал
внимание, есть там Лермонтов, нет там Лермонтова. Мгм. Кто уважает как бы поэзию Лермонтова, могли там цветочки перенести в какой-то день. На это никто не обращал внимания. Это результат вашей стороны нападения на Украину. Мы таким образом избавляемся от реперных точек, которые Мгм. показывают нам, что это территория бывшей Российской империи, либо это территория бывшего Советского Мгм. Союза. Это любое явление имеет причинно-следственные связи. Мгм. Снесение памятников сначала советских, а Мгм. потом и имперских – Мгм. результат широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Ну, другими словами, это просто такая какая-то национальная обида за то, что мы Это не сделали назыв... нашим Вы людям. можете называть как угодно. Я вам объяснил, что это такое Да, с я точки понял. зрения науки. Вы даже вряд ли вы слышали такое словосочетание, как коммеморация исторической Не памяти. слышал, не слышал. Вот я вам объяснил. Не нападали бы, не Мгм. сносили. Идет Мгм. переосмысление имперского прошлого. Если вы следили за событиями, некоторые страны Латинской Америки снесли Мгм. памятники Христофору Колумбу, хотя, ну, прошло уже сколько там столетий. Идет Да. переосмысление. Эти страны поняли, что открытие Америки, как это называлось в Европе, принесло не только какие-то позитивные вещи в местные там Да, но народы и традиции, но уничтожение и целых огромные населений. негативные. И нужно избавляться от имперских реперов. Если испанцы, португальцы, итальянцы хотят у себя иметь памятник Христофору Колумбу, пожалуйста, это их право, потому что он либо там генуэзец, либо там под португальским флагом, либо на деньги испанской короны. То есть эти страны могут себе спокойно это ставить. А Мгм. это называется коммеморация памяти и переосмысление своего Мгм. имперского прошлого. Мы переосмыслим. Если бы вы не напали, этого Мгм. переосмысления, возможно, и не было. Возможно, и было под влиянием мировых тенденций, потому что это мировая тенденция, не Мгм. только наша. У вас тоже сносили памятники на вашей территории, но вы почему-то об этом забываете и об этом не спрашиваете. Вот я как раз таки, это был мой следующий вопрос, потому что я вижу, как, на самом деле минимум, э, вот я вижу памятник Лесе Украинки, памятник Тарасу Шевченко на Киевском вокзале, гостиница Украины, столица Да, Метрокиев. да, они У нас огромное стоят. количество, у нас Москва напичкана этими памятниками, и никто их не сносит. Более того, если сейчас Ну, потому что я выйду и я попробую что-то зарисовать и так далее, меня за вандализм сразу запакуют. Потому что Это есть называется, простое же объяснение. ну, Украина на Россию не нападала. Если бы Украина напала на Россию, у вас пошла бы та же а, самая тенденция по сносу украинских у памятников. меня Это вопрос. во-первых. Это во-первых. А во-вторых, несопоставимо количество памятников Пушкина в Украине и Мгм, памятников того же Шевченко в России. Если мгм, у вас можно это посчитать десятками, у нас мгм, это считается сотнями, если не тысячами, мгм, возможно. мгм, Вот. Мы не ставили эти памятники с целью коммеморации и с мгм, целью показать, что это территория Украины. Это глупо. мгм, Вот. А вы ставили, Российская империя имеется в виду, и Советский Союз, который считался то ли продолжателем, то ли не продолжателем, вы так и не разобрались. Именно с этой целью показать, что это территория то ли ну, Российской империи, в то целом ли логично, в Советского целом Союза. понятно, я в целом понимаю, да. У меня такой вот следующий вопрос. Вот, как раз таки вот этот процесс Не, переосмысления, я подождите, у надеюсь, меня к вам вопрос тогда есть. хорошо, хорошо, У хорошо. вас, например, кучу переименовано там городов, советских на постсоветские, с постсоветских, опять на Мгм. советские есть такие случаи. Вас Так, это не тревожит никоим образом? абсолютно. Мне 27 лет, я живу, у Не меня жена, тревожит. дети и так Тогда далее. Что мне еще один можно вопрос, если тревожить? позволите. Да. Вот вас это не тревожит эта тенденция, либо похожая тенденция в вашей стране, но почему-то она сильно тревожит вас в соседней стране. Мне Почему? интересно, меня это не тревожит. Не Ну, подкидывайте вас мне интересно, слова. хорошо. Смотрите, вам Интересно. не Я интересно. вижу, что вы разбираетесь в истории. Я решил вас спросить, как человек, Все, который не будет все. кричать, типа: "Да вы потому что тупые". Я вижу, что вы можете объяснить. Мне приятно вас слушать. Я спрашиваю, меня не знаю, что меня тревожит. Не, просто меня интересно. Вот. Я Мне услышал 27 лет, от ваш мне ответ, интересно. спасибо.
Да. Еще Например, какой-то... точно так же, как и вопрос, условно, который я не планировал задавать, но, условно, я слышал в сериале «Сопрано», когда им начали преподавать вот Христофору Колумбо, итальянцам, а итальянцы стали против него, потому что, нет, наоборот, они были за него, а индейцы были против того, что начали преподавать Христофору Колумбу, потому что он якобы там отравливал всем напитки индейцам и так вытравил практически огромное количество населения. Это Ну, правда? это глупость, конечно, но европейцы завезли, например, вирус сифилиса, Мгм. европейцы завезли там лошадей и так дальше, которые были не свойственны. И технологии в том же время. Однозначно, конечно, и технологии, но есть понятие технологий, а есть понятие культура. И Мгм. местные культуры пострадали от тех технологий, от тех культур. Там погибло, ну, я не могу сейчас навскидку сказать, какой процент местного населения, но в некоторых местностях до 100% погибло. И Мгм. погибло именно от вирусных заболеваний, у которых иммунитета у индейцев не было. Мгм. Поэтому, я еще раз говорю, идет мировой процесс переосмысливания Мгм. колониального прошлого. Вы знаете, я бы вот очень хотел бы задать свой последний вопрос, а дальше можете задавать мне любой вопрос, даже который выходит за рамки там, истории и так далее. И он будет связан как раз-таки вот с этим процессом переосмысления. Переосмысления. Значит, я, опять же, с точки зрения интереса, да, мне понятен процесс, почему происходит так или иначе, почему какие-то культурные там вещи уходят в небытие или разрушаются, или добавляются и так далее. Все понятно. И вот на основе этого вопрос. Значит, немецкий журналист, 23-й год, нет, 24-й год, где-то первая часть года, половина, приезжает в Киев и, соответственно, берет интервью у людей, которые там гуляют, да, и в частности у молодежи. То есть подходит к ним девушка, одна из, там много их подходило, одна из. Значит, стоит памятник Степан Бандера и так далее. Не разбираюсь, кто это, но не суть. И когда он спрашивает, слушайте, говорит, ну вот у вас здесь памятник стоит Степана Бандеры, а как вы считаете, по аналогии, должен ли памятник Адольфу Гитлеру стоять в Германии? На что 22-летняя девочка говорит, да, конечно, абсолютно точно должен. Это тоже часть переосмысления? Нет, это часть отсутствия образования у данной конкретной девочки. Ну нет, там огромное количество людей так сказали. Что? Ролик могу вам сказать, я могу сказать вам автор, это известный немецкий журналист, абсолютно европейских взглядов, абсолютно ненавистник России и так Огромное это какое в процентном соотношении Ну, от то есть того, всех, которого кому он не подходил, опрашивали? а он постоянно ездит в Украину, у него постоянно там репортажи. И что? Еще Ну, раз, и и это я не задам, одна подождите, единственная девочка. Ну, это не одна единственная девочка. подождите, услышьте мой вопрос. Мгм. В какое процентное соотношение вот таких ответов от тех количества вопросов, которые он задавал, от тех людей, которые он опрашивал? Невозможно посчитать, но я думаю, что небольшое. Но тогда какое Так процентное я соотношение ответил. влияния одного памятника Пушкина на Так переосмысление я культуры? ответил на ваш вопрос. Это результат Мгм. плохого понимания и знания своего прошлого. Мгм. Теперь, что касается Пушкина. Никоим образом памятник Пушкину на какого-то там конкретного человека сейчас не влияет. Мгм. Но система расстановки памятников Пушкина на территории Украины – это система исторической коммеморации российской. Мгм. Нам это не нужно, мы это даже мы не еще раз, второй раз, вы как бы вам с первого раза не дошло, как депутатам, приходится во втором чтении вам объяснять, что Мгм. если бы не было широкомасштабного нападения Российской Федерации на Украину, эти Пушкины бы спокойно себе стояли, там гнили, возможно, не гнили, а кто-то бы их там за личный счет, либо за муниципальный счет там подрихтовывал и так дальше. Это Мгм. результат российского вторжения. Мгм. Мгм. А вы все равно хотите Сначала вы сказали, свалить. что это всё-таки в Могу первую очередь результат закончить или не переосмысления. могу? Зачем же меня перебиваете? Просто вы сначала сказали, что результатом Не, я российского вас нападения спросил, стал зачем вы процесс меня перебиваете? переосмысления, С какой а целью? потом уже снос памятника. А теперь вы Я убрали вас это из спросил, уравнения. зачем вы меня Ну, потому что перебиваете? вы С меня сейчас какой обманываете, целью? вы подменили понятие. Какое понятие подменил? Объясните, пожалуйста. Вы в первой части своего объяснения сказали, что результатом российского нападения стал процесс переосмысления,
из-за которого начались, ну, условно, вот эти чистки памятников. Не из-за которого, а в результате В которого. Вы результате неправильно предложение А формулируете. теперь вы говорите что? А теперь вы говорите, что если бы, ну, если бы Россия не напала, Так я то вам это памятники сказал и в первой части. Вы либо, ну, у вас с памятью плохо, либо, возможно, я не конкретно и не четко выразился. Давайте я Ну, выражусь, вы именно что говорите о эти том, что когда памятники, вам не приводят пример перебивайте меня, явного фашизма, пожалуйста. Вы для же вас это хотели не является результатом собеседник, переосмысления, вы а хотели, памятник- это результат вы переосмысления. Ну что хотели такое? собеседника, который вас не перебивает, но вы Да, же но и не сами лжет. перебиваете. Давайте я вам третий раз попытаюсь объяснить, что эти памятники стояли бы и дальше. Возможно, со временем, в ходе переосмысления своего имперского прошлого, какая-то часть бы памятников была убрана, какая-то нет. Мы не знаем. Мы имеем факт массового сноса советских и российских памятников как результат вторжения Российской Федерации. Что еще непонятно? Мне непонятно, как вы выкидываете из формулы тот факт, что в Канаде у нас выводят генерала СС, потому что большинство молодежи сейчас на украинском Подождите, еще. канале Давайте поэтапно. Где генерала СС в Канаде с вывозят? флагами, да, Ну давайте как-то подтверждение. Где, интервью в центре Киева берут и говорят, где что в в Германии генерала стало СС в Канаде тогда, выводят? получается, нападение Молодой России на вас человек, оправдано. молодой человек, вы можете не тарахтеть, а по фактам. Где в Я по факту Канаде, вам сказал, где вы просто начали в моменте где по говорить. факту генерала СС куда вывели? В Канаде, 22 год, на саммите. Это транслировалось на весь мир. Вам в каком формате вот это доказать? Вам надо ссылку предоставить, видео, что, Ну, пожалуйста. хотя сначала расскажите, о чем вы говорите, а потом, если нужно, я попрошу, конечно, какое-то доказательство. Хорошо, сейчас, чтобы в формулировке не Мгм. путаться. СС, Канада. Пожалуйста, 5 октября 2023 года. Мгм. В Канаде извинились за представление к награде экс-бойца СС Галичина. Вот Ну, Галичина вывели прям на генерала собрание. СС. Во-первых, не Да, генерал. да. В Генерал, СС не было генералов. ну, экс-бойца СС. А, уже экс-боец был генералом, стал... да. Вы тоже как бы попробуйте быть точным формулировкам. Что Да, там? ну какая разница, какая у него должность? Человек служил в СС. Большая Ну, разница. большая разница. Ну, действительно. Подождите, мы сейчас Когда обсуждаем молодежь говорит у вас о украинскую нацизме, коммеморацию вы памяти. сносите, мы не нацисты. Почему вы но меня памятник Пушкину не перебиваете снесем. постоянно? Вы же хотели общения без Ну, перебивания. вот мы и говорим тогда. Нет, вы Видите? же искали Мы не человека. нацисты, хотя мы нацисты, но памятник Пушкину мы снесем. Еще Забавно? раз. Какое-то, знаешь, переосмысление, которое, например, России не Вы нужно. можете поэтому не на вас напали. тарахтеть. Итак, Я не давайте тарахтею, разбирать я по разговариваю. фактам. По фактам. Понимаете, просто По вы, если фактам. бы вы по фактам общались, вам бы можно было позволительно, знаете, По вот не фактам. припирать, вот Давайте так, общаться по спокойно, фактам. не Итак, отечески какой-то говорить. экс-боец Но когда СС. вы из уравнения выкидываете важные Ну, происходящие вы не вещи, тарахтите, вы генерал можете не экс-боец СС, господи боже тарахтеть. мой, вы за это зацепились. Ну, давайте Самое мы... главное, Да я зацепились не в чем? зацепился за генерала. Генерал Давайте имеет этот это факт самое, обговорим. понимаете? Я не зацепился за генерала, я снимаю вопрос о генерале. Итак, экс-боец дивизии СС Галичина, что Так. там случилось? Что, его вывели на собрание, На какое? представили к награде. Какой? Собрание, какая награда? Вот, Государственная его награда, наградили общественная. орденом Канады. Так, Орденом Канады. так, Вот, и за это потом извинились. Его вывели, так. есть видео. Замечательно. Какое Мгм. это отношение имеет к коммеморации памяти Российской империи и Советского Союза на территории современной Украины, с чего мы начали? Это какое отношение имеет? Прямое отношение Ага. имеет. Дело в том, что вот это собрание, которое происходило, оно Мгм. происходило для обсуждения дальнейшей помощи и выделения Украины. Мгм. Туда приезжали представители от Украины. Какие Мгм. именно, я не знаю, но Мгм. представители. И нам прекратили помощь после этого. Нет, наоборот, там еще дальше договорились. Увеличили, потому что мы нацисты. Не знаю, почему. Не знаете. Но Потому это что вы на имеет нас напали. прямой эффект, конечно. Конечно. Давайте обсудим вопрос, кто на кого напал. Мгм. А то я так чувствую, что вы Не, уверены... напали мы на вас, и Так. делаем это, потому что у нас есть цели, нам нужно их выполнить, и мы забираем то, что нам нужно, то, что мы хотим. Правильно, неправильно, морально, неморально. О, вот это классно. То есть вы живем в реаль- Подождите, я выключу звук. То есть вы признаете себя преступником, который без причин... Куда?
Что ж такое? Как тебе? Ты ж так хотел, чтоб тебя не перебивали. Я ж из последних сил пытался это делать. И все тарахтит и тарахтит. Тарахтит это тренирующийся какой-то старлей, что ли? Причем тут Канада? Причем тут наградили генерала СС? Оказывается, не генерал, а экс-боец. Потом наградили, а потом сняли. Вопросы к Канаде. Как они любят прискакивать. Потом еще какие-то у нас нацисты ходят там со свастиками. Боже мой, как они не видят свое. Не хотят видеть. Не видят, не хотят. Значит, кто? ФСБшник. А язык вот так, как помилуй, я со своей скоростью и то не могу свою баночку на свячену воду туда внести. Опять вам здравствуйте. Привет. Как ваше вот... Я не буду спрашивать, о чем разговор, но до того, как вот я сейчас... Разговор об истории. История, да, конечно, была жестковата. И дети все ругаются, матюкаются. Разговор будет об истории. Зачем вы мне рассказываете о каких детях, которые на вас матюкаются? Мне это абсолютно неинтересно. А об истории? Какой Да. в истории? Любой, лишь бы А вы вот какую-нибудь книжечку читали. Что вы читали по истории, кроме учебника и художественного? Много Маугли читал. Кого? Маугли читал. Маугли, Киплинга. Замечательно. Такого у Киплинга нету даже книжки такой. Это есть мультфильм Маугли, который из разных рассказов. А у Киплинга и книги такой нет. Но это не книга по истории. Вы не хотите об истории общаться. Вы хотите мне что-то рассказать, да? Конечно. Вопрос этот. Вы сами откуда? Я из Украины, из Киевской области. Вы откуда? Я с Кубани. Родом с России. Большая страна. Великая страна. Вы мне будете рассказывать о величии России? Давайте, я послушаю. Конечно. Вот вы говорите об истории рассказывать. Я не рассказываю об истории. Я пытаюсь с людьми, которые интересуются историей, общаться по истории. Но вы не интересуетесь. Что вы хотите мне рассказать? Так, дядя, смотрю, ты так, знаешь, в своем моменте сидишь. То, что я хочу у вас спросить об истории Киевской Руси, давайте об этом поговорим. В каком веке она вообще-то создалась? Или в году? Киевская Русь – это условное название восточнославянского государства, которое существовало со второй половины 9 по середину 13 века. Еще вопросы будут? Так точно. Кто ее от Османской империи освобождал? Киевская. Киевскую Русь от Османской империи никто не освобождал, потому что Османская империя появилась в веке в XIV, а Киевская Русь перестала существовать в середине XIII века. Если вы исправите свою ошибку в вопросе и переиначите его, я вас послушаю. Единственное, я вас прошу, не говорить параллельно со мной. Вы задали вопрос, я отвечаю, вы в это время что-то там говорите. Я вас не слышу. Переделайте вопрос на корректный. Тахтамыш когда взял? Кого взял Тахтамыш? Тахтамыш — это Османская империя? Нет, это татаро-монгол. Вы спросили, когда Киевскую Русь освобождали от Османской империи. Я вам объяснил, что у вас проблемы с хронологией. Ты начал кричать и выключился. Ну и понятное дело. Все специалисты в Киевской Руси в Османской империи. А главное, в освобождении Киевской Руси от Османской империи.